Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц из разных стран, разных континентов. Спасибо большое за ваши комментарии, за вашу поддержку. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали, и не раз работали, и, естественно, с новым узорчиком. Сразу хочу вам напомнить, что вы берете пряжу любую, какая у вас есть, не только такую, которую показываю я. Все узорчики универсальные, пробуйте, вяжите из любой пряжи. Договорились? Ну, а я, в свою очередь, остановлюсь на ниточках, с которыми сегодня работаю. Итак, Alize Angora Gold Simli называются эти ниточки. Моточки у них в 100 граммах 500 метров, 75% акрил в составе, 20% шерсть, 5% металлик. Видите, ниточка металлическая. Здесь она получается такая серебряная, а в беленьких ниточках она, видите, такая вот переливается розово-зеленоватым таким оттенком. Это такие же ниточки, как и серенькие. Идем дальше. Цвет 21. На камеру передается, ну, наверное, может быть, чуть светлее. Мне кажется, чуть потемнее ниточки на самом деле. И получается, нам советует производитель. Вот, он нам советует, берите крючок от двоечки до четверочки, в зависимости от вашего узорчика, от плотности вязания. Я беру, получается, троечку, потому что я работала с данной пряжей крючком номер 3. Меня, в принципе, все устраивает. Вы точно так же изучаете аннотацию к своей пряже. Согласно рекомендациям производителя и своей плотности вязания подбираете крючок, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, начну я с серенькой ниточки. Раппорт сегодняшнего узорчика равняется 28 петелек. Представляете, 28 петелек. Поэтому я наберу один раппорт, ну и дополнительно одну петельку, чтобы узорчик ровно красиво закончился. А также я планирую набрать по 3, получается, петельки с каждой стороны. Это у меня будет 3 кромочных столбика, 3 кромочных столбика, вы увидите. Итого получается 29 плюс 6, итого 35 воздушных петелек я наберу. Но вы набирайте, сколько вам будет удобно. Итак, все как всегда. Вначале делаем петельку фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. Теперь я набираю 35 воздушных петелек. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и 35. Вот мой будущий образец. Далее смотрите, как во многих узорчиках я сделала вспомогательный ряд. Я сделаю его столбиками с накидом. Смотрите, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, четыре, пять. Накид. В пятую петельку аккуратненько ныряем. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, столбик с накидом. Накид. В следующую петельку мы нырнули. Вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. 2, столбик с накидом. Наша задача пройти вот так вот по всей цепочке и в каждую цепочку нырнуть и провязать столбик с накидом. Сами себя контролируйте. Количество столбиков у вас должно быть ровно столько, сколько петелек. Ни больше, ни меньше, да? То есть получается, если я набрала 35 воздушных петелек, у меня должно получиться 35 столбиков с накидом. Несложно? Несложно. Смотрите, вот эти первые 3 петельки подъема, которые мы сделали, считаем за столбик. Это имитация столбика с накидом. Раз, два, три, четыре, пять, 6 столбиков я уже набрала. Давайте самостоятельно, аккуратненько, со своей скоростью до конца ряда провяжем столбики с накидом. Так? И в конце ряда я вас встречу. Договорились? Это несложно, и я уверена, что у вас все получится. Давайте. Так, смотрите. Вот, провязали наши столбики, все ровненько и аккуратненько. Приступаем непосредственно к узорчику. Для начала, смотрите, делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Так, накид. Ныряем в следующий столбик, верхушку следующего столбика, провязываем столбик с накидом. Накид и верхушку следующего столбика, столбик с накидом. Это у меня получается мои 3 кромочных столбика. Я буду каждый ряд начинать этими столбиками и буду каждый ряд заканчивать этими столбиками. Количество этих столбиков у вас конкретно может быть разное.
Вы можете вязать их 3, 5, 7, 10 и так далее. Понятно? Потом, когда узорчик вырастет, я вам покажу, как это будет красиво выглядеть. Теперь непосредственно наш сам узорчик. Первый столбик узорчика, столбик с накидом. Далее, смотрите, делаем накид, пропускаем 2 столбика, 1, 2, и в третий аж столбик провязываем столбик с накидом. Есть. Теперь смотрите, 3 воздушные петельки, 1, 2, 3, накид, и мы вот ныряем вот в эту арочку, которую мы только что сделали, столбик, да, вот в эту арочку нырнули, вытянули ниточку, провязываем столбик с накидом, 1, накид. Сюда же опять в арочку ныряем, провязываем столбик с накидом 2, накид. И сюда же ныряем, провязываем столбик с накидом 3. Ну, вот получается 3 столбика мы провязали, и вот эти петельки подъема, это получается как 4 столбика с накидом. Понятно? Дальше смотрите, что мы делаем. Накид. Теперь пропускаем от этого нашего столбика, который мы провязали, 3 столбика. 1, 2, 3. И в 4 столбик ныряем и провязываем столбик с накидом. Опять делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Накид. Ныряем вот в эту арочку, которую опять сделали из столбика с накидом, и провязываем столбик с накидом 1. Следующий получается столбик с накидом 2. И столбик с накидом 3. У нас формируются как бы, ну, назовем их ромбики, да? Видите, не так вот стоят ромбики. Опять делаем накид, пропускаем 3 столбика, 1, 2, 3, в 4 нырнули, провязали точно так же столбик с накидом, далее 3 воздушные петельки, 1, 2, 3, накид, и ныряем опять в эту же арочку и провязываем еще 3 столбика. 1, сюда же 2, и сюда же 3. И у нас с вами сформировались вот такие вот 3 ромбика. Как только 3 ромбика провязали, смотрите, что делаем. Накид. Пропускаем сейчас только 2 столбика. 1, 2. И в третий столбик провязываем столбик с накидом. И дальше, получается, до конца ряда мы провязываем столбики с накидом. Понятно? Все, то есть ряд у нас закончится просто столбиками. Половинку ряда мы провязали такими вот ромбиками, а половину ряда будем провязывать столбиками с накидом. Все, шагайте прям до конца ряда, прям до конца. Понятно? Все. Не сложно? Надеюсь, пока не сложно. Давайте в конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот я провязала столбики практически до конца. Почему практически? Потому что здесь у меня 3 столбика, это мои кромочные столбики. Они у вас могут быть, могут не быть, может быть больше, может быть меньше, да? По итогу, вот получается, от последнего ромбика, да, у нас здесь 15 столбиков с накидом. Понятно, да? Все. А дальше я заканчиваю ряд своими 3 столбиками с накидом. Если вы повторяете за мной, то у вас здесь точно так же будет еще 3 столбика с накидом. И по итогу вы провяжете 15 плюс 3, 18 столбиков с накидом. Все, ряд закончен. Далее 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот, накид. И шагаем опять по этим же столбикам точно так же. Столбик в столбик, столбик в столбик. То есть в моем случае опять получится 18 столбиков, да, то есть 15 основных и 3 кромочных. И вот так вот давайте провяжем до конца, да, вот здесь вот до конца столбика, до ромбика. А здесь я вас встречу. Договорились? Потому что здесь несложно, здесь вы справитесь самостоятельно. Все, давайте до ромбика провязывайте, и я вас встречаю. Так, вот мои 18 столбиков готовы, да, 15 основных и 3, получается, кромочных. Далее смотрите, что делаем. 2 воздушные петельки. 1, 2. Переключаемся. Помните, у нас здесь 1, 2, 3 столбика и получается 3 петельки подъема. Так вот, в третью петельку подъема мы ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем столбик без накида. Угу. Далее идут 3 воздушные петельки. Будьте внимательны. 1, 2, 3. И мы переключаемся на верхушку следующего ромбика. Опять 3 наших столбика. 1, 2, 3. И 3 петельки подъема. Вот в третью петельку подъема точно так же мы ныряем аккуратненько и провязываем столбик без накида. Видите, как бы краешек выравниваем. Опять делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3.
Переключаемся на следующий ромбик, опять в третью петельку подъема и провязываем столбик без накида. И вот когда мы уже провязали все наши 3 ромбика, да, здесь мы делаем опять 2 воздушные. Раз, два. То есть вот здесь вот мы делали после столбиков 2 воздушные, здесь 3 петельки воздушные, 3 петельки воздушные, а здесь опять 2. Все, и провязываем столбик с накидом. На этом наш узорчик закончен, но у меня здесь остаются 3 кромочных. Раз, два, три, да? Если у вас тоже 3 кромочных, давайте вместе провяжем их. Раз столбик с накидом, 2 столбик с накидом и 3 столбик с накидом. В зависимости от того, что вы будете вязать, какое изделие, возможно, кромочные вам здесь и не понадобится. А может быть, наоборот, вы сделаете еще больше, шире кромочных. Угу. Понятно? Вот такая по итогу получается у нас красота. Ромбики, столбики. Идем дальше. Итак, вы можете провязывать дальше той же самой ниточкой. Я хочу для контраста добавить беленькую ниточку. То есть вы на свое усмотрение можете добавлять, можете не добавлять. Итак, повторюсь, кто еще не знает, как мы добавляем, мы последние 2 петельки, то есть одну петельку я распущу, вот так вот. Угу. Последние 2 петельки последнего столбика провязываем новым цветом. Вот так вот раз и провязали. Далее у нас идут по узорчику 3 воздушные петельки. И параллельно я покажу, как мы можем спрятать кончик нашей ниточки. Смотрите, кончик мы перед рабочей ниточкой делаем слева направо и делаем одну воздушную петельку. Раз. Теперь этот же кончик справа налево перед рабочей ниточкой и делаем воздушную петельку. 2. И опять слева направо перед рабочей ниточкой и делаем воздушную петельку 3. Вот таким образом мы запутываем наш кончик, да, и получается мы уже можем спокойно отрезать эту ниточку. Ниточка у нас запутана, и она уже у нас никуда не денется. Все, беленькая ниточка. Поворот. И далее, смотрите, по узорчику. Ну, у меня получается мои 3 кромочных столбика. Это получается первый будет столбик. Это будет второй столбик с накидом. И это будет третий столбик с накидом. Если у вас кромочных нету, вы начинаете просто. Вот, либо здесь у вас 3 петельки подъема будут, да, либо точно так же столбик с накидом. А теперь смотрите, у нас идут 2 воздушные петельки. Раз, два. Мы в эти 2 воздушные петельки, в эту арочку провязываем 2 столбика с накидом. Раз, два. Угу. Далее у нас идет столбик без накида. Мы беремся за столбик без накида и провязываем столбик с накидом. Далее у нас идут 3 воздушные петельки. Мы провязываем 3 столбика с накидом. То есть вообще несложная математика, да? Раз, сюда же 2 и сюда же 3. Далее непосредственно в столбик провязываем столбик с накидом. Опять идет арочка, опять 3 воздушные петельки. Здесь я вам покажу просто для сравнения, что вы можете провязывать воздушные петельки, вернее, провязывать столбики в арочку из воздушных петелек, либо вы можете провязывать непосредственно в петельки. Смотрите. Раз, тут же тоже будет 3 столбика и 3 петельки. Опять в петельку нырнули, аккуратненько. Это будет медленно, но более аккуратно, и мне кажется, более будет эффектно. 2. И в третью петельку точно так же аккуратненько ныряем, если позволяет зрение, если позволяет крючок, если позволяет ниточка. Если не позволяет, не ломайте глаза. Вот так выглядит, когда мы ныряем в арочку. Вот так выглядит, когда мы провязываем непосредственно в петельку. Идем дальше. Опять у нас идет один столбик без накида. И мы провязываем столбик с накидом. И перед столбиками помним, да, у нас здесь было 2 воздушные петельки. То есть точно так же. Либо в арочку вы провязываете, либо в петельки провязываете 2 столбика с накидом. Все, вообще здесь ничего сложного. Сколько петелек, столько и столбиков. Угу. Как вам? Здорово? Ну, а дальше, получается, будем делать точно такие же ромбики. Вот точно такие же. Итак, вначале мы делаем накид. Так, провязываем в первый столбик столбик с накидом. Есть. Накид. Пропустили 2 столбика. В третий провязали столбик с накидом. 3 петельки воздушные. Раз, два, три. И опять возвращаемся вот в эту же арочку и провязываем 3 столбика с накидом. Все то же самое, как мы провязывали серой ниточкой. 2 и сюда же 3. Угу. Опять вот такой ромбик у нас начинает формироваться. Накид. Пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. В
четвертый провязываем столбик с накидом. Поняли, да? То есть ваша задача провязать точно так же опять 3 ромбика. 1, 2, 3. И в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте, несложно, у вас получится. Если что, смотрите вот на этот ряд. Угу. Давайте. Так, смотрите, вот 3 ромбика, все ровненько, аккуратненько. И тут, получается, мы заканчиваем ряд, да? Помните, после последнего ромбика 2 столбика пропустили. Точно так же, как и в начале, 2 столбика. А здесь по 3, да? Все, и остаются мои 3 кромочных столбика. Мы либо их провязываем вместе, либо вы их не провязываете, либо вы их провязываете больше. Поняли, да? Все, и 3. Есть. Ряд наш закончен. Далее, смотрите, опять 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Мои 3 кромочных столбика. Вот раз, я уже провязала, 2, 3. Провязываю. 2, 3. И далее по узорчику, вот, провязываем столбик. Если вы кромочный не делали, у вас здесь будут 3 петельки подъема. 2 воздушные петельки. 1, 2. Переключаемся опять на третью петельку подъема и провязываем столбик без накида. Далее у нас идут 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И опять переключаемся на третью воздушную петельку и провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И опять переключаемся на третью петельку воздушную, столбик без накида. А здесь 2 воздушные петельки. Поняли, да? В начале и в конце по 2. 1, 2. Все, присоединяемся к столбику с накидом. И дальше до конца ряда я вяжу столбиками с накидом. Угу. Давайте, вы тоже присоединяйтесь. До конца ряда провяжем вместе. И в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот такая картина у нас получается. Угу. Провязали мы до конца ромбики. Здесь я хочу переключиться опять на серую ниточку. Вы можете переключаться уже на третий цвет, да, вы можете вязать все одной ниточкой на ваше усмотрение. Кто переключается, смотрите, ниточку мы серую не отрезали, мы его аккуратненько подтягиваем, но не сильно, тихонечко, и провязываем 2 последние петельки последнего столбика. Оп. Если вы ниточку серенькую затянете, край вот так вот зажулькается. Поэтому сильно не тяните. Беленькую подтянуть можете, серенькую нет. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И здесь у меня, помните, да, получается 3 кромочных столбика. Вот этот первый я уже провязала, второй, третий провязываю. 2, 3. А теперь непосредственно сам узорчик. То есть получается, если вы кромочный не делаете, здесь у вас будут 3 петельки подъема. А у меня получается просто столбик с накидом. Накид. Далее опять пропускаю 2 столбика. 1, 2. Я делаю ромбики, как вот в этом ряду. 1, 2 пропустила, в третий столбик провязала столбик с накидом. Опять 3 петельки подъема. И сюда же в арочку ныряю и провязываю еще 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Угу. И опять то же самое. 3 столбика пропускаю. 1, 2, 3. И в четвертый провязываю точно такой же ромбик. То есть я повторяю точь в точь, вот, мой самый-самый первый ряд серенькой ниточкой. Поняли, да? Вот, делаю ромбики. Все, то есть сам по себе узорчик это что? Это ромбики, а потом арочки. Угу. Потом переключаетесь на новую ниточку, если хотите. Если не хотите, опять у вас идут ромбики, арочки, ромбики, арочки, ромбики, арочки. И вот так далее до нужного размера вам образца. Для тех, кто разбирается в схемках, я сюда схемку прикладываю. В принципе, схемка читабельна и вообще не сложно. Поэтому, новички, не тушитесь, не переживайте, обязательно посмотрите на схемку. Мы с вами уже все элементы провязали. Вы знаете, где столбики, вы знаете, где воздушные петельки. Посмотрите в схемке, как они обозначаются. И вы поймете, что не такая уже сложная грамота посмотреть и понять по схемке вязания. Все, давайте увеличим наш образец на несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Уже понятно, что будет красиво и необычно. И встречаемся через несколько рядочков. Давайте, у вас получится. Так, ну что, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вообще ничего сложного. Интересно, оригинально, просто. Узорчик двусторонний. Выбирайте любую сторону, и будет у вас такая лицевая. Понравилась эта сторона, значит эта лицевая. Понравилась другая, значит другая. У меня получается так вот в полосочку, да, полосочка, полосочка. Вы можете сделать шире полосочку, да, например, может быть, у вас там 4 ряда будет одного цвета, 4 другого цвета, либо наоборот 6 рядов. Можете вообще сделать каждый ряд разными цветами, то есть на ваше усмотрение. Ниточки могут быть летние, топики, маечки, гляньте, какие будут, да.
Если это будут ниточки демисезонные, то это интересные будут шарфики, интересные палантинчики. Почему бы и нет? Ниточки зимние обязательно пробуйте. И делайте узорчик и горизонтально, и переворачивайте, и вертикально. Почему бы и нет, да? То есть крутите, вертите. Вы большие дизайнеры. Делайте так, как вам будет удобно. Угу. Давайте замерим красоту мою. Моя красота вот так вот из моих ниточек тянется. Так. И у ваших ниточек может быть больше тянуться будет, да, может быть меньше. Так что пробуйте, экспериментируйте. Вяжите из любых ниточек. Итак, допустим, моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания. У меня получается вот 15 сантиметров. Вот так вот, да, 15 сантиметров. Тут получается у нас каждый цвет 2 ряда. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Закончили мы 15 и начали 16. Вяжется очень-очень быстро. Вы же видите, да? То есть элементарно все просто. 15,5 сантиметров. Как вам? Здорово? Я думаю, что здорово. В копилочку ваших узорчиков. Вот такой вот легкий отдыхающий узорчик. Почему бы и нет, да? Пробуйте, экспериментируйте. Кто, если уже вязал, рассказывайте, что вы вязали данным узорчиком. Нам будет интересно. Но если не вязали, ждем ваших комментариев. Подбрасывайте идейки, что можно связать. Такого интересного, необычного, чтобы у нас прям глаза загорелись, да? Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Нажимайте на колокольчик, вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками данным видео. Сохраняйте себе в плейлисты. Вяжите с удовольствием и смотрите в свободное время. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.